Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Широкие ногти, как их исправить? Иной раз даже не знаю, что лучше, свои натуральные или выполнить наращивание. В этом видео покажу некоторые секретные фишки, которые помогут сузить ногтевую пластину. Поехали! Вот такие ногти мы сегодня будем преображать. Видео с этими ногтями в моем инстаграм собрало большое количество просмотров, и я знаю, что многие ждут именно этот ролик. Если посмотреть на ногти в торец, ногти мало того, что широкие, их ширина превышает длину ногтевого ложа, так и они сильно скручиваются, загибаются. В такие моменты невольно думаешь, неужели натуральные лучше, чем искусственные? Возможно, кто-то скажет, что проще все убрать и нарастить заново, но это не данный случай. Попробуем исправить то, что имеем сейчас. Лучше некоторыми манипуляциями это скорректировать. Первый секрет в правильной обработке кутикулы. Наша задача хорошо раскрыть боковые синусы. В таком случае ногтевая пластина будет казаться более вытянутой по боковым сторонам. Потому что сейчас линия кутикулы кажется трапециевидной. Знаю, многие испытывают трудности при обработке синусов, но нужно просто однажды понять, как правильно с ними работать, чтобы их не ранить, и тогда у вас всегда все будет получаться. Обязательно оттягивайте кожу, кладите пальчик на бок для того, чтобы не поранить, а также не совершайте длинных движений. Забафили поверхность ногтя и теперь приступаем к срезу. Кутикула у моей модели влажная, для среза использую ножницы. Иду очень аккуратно, до половины закрываю полотна, и если все в порядке, моей модели не больно, то прохожу на шажочек дальше. Таким образом получается единый срез без травм и без порезов. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Классно, когда клиент постоянный и вы знаете его тип кутикулы, где можно больше срезать, а где меньше. А в моем случае я работала предельно аккуратно. Следующая фишка, которая поможет нам сузить ногтевую пластину, это правильный опил. Для этого я располагаю пилочку перпендикулярно и опиливаю боковые стороны на заужение. Важно сильно не прижимать пилку к точкам в рост, чтобы их не перепилить и не было ступеньки. Но, как видим, на некоторых ногтях опил мало помогает, потому что ногти скручиваются и растут вниз. Для их исправления все-таки придется использовать твердый материал. Сравниваю ногти по длине при помощи измерителя, чтобы они были одинаковыми от кутикулы до свободного края. Обязательно отверните руку от себя для того, чтобы проверить симметричность овальной формы. На среднем ноготь растет в сторону, и наша задача немного это исправить. С одной стороны опилим больше, с противоположной меньше, чтобы визуально задать симметрию. Посмотрите, насколько можно исправить ногти только правильным опилом. Считаю, что разница уже колоссальная. Как считаете вы? Напишите мне об этом в комментариях. А мы приступаем к покрытию. Обезжириваем ногтевую пластину и наносим подготовительные препараты. Дегидратор, подсушивающий, поскольку у моей модели ногти влажные, и праймер. Праймер наносим отжатой кистью. Если наслаивать праймер друг на друга, то возможно отслойки. Ногти растут вниз, загибаются, поэтому наносим пластичную базу в качестве подложки. Если посмотреть в торцы, некоторые ногти идут волной. Для их исправления будем использовать полигель, который позволит нам достроить нужную высоту и сделать ногти ровными. Набираю небольшой шарик акригеля и выкладываю на свободный край. Буду формировать ноготь не полностью от кутикулы до свободного края, а только лишь поднимать клюнувшие кончики. Почему-то я начала не со среднего, и указательный коснулся моей перчатки. Ну ладно, придется это поправить. Хорошо, что акригель можно исправить в любой момент. Подравниваем все, смотрим, что было ровно, и отправляем на просушку. А сейчас новая рубрика Nail эксперимент. Эксперимент, который позволит нам определить прочность топового покрытия. Черные типсы покроем разными видами топов. Покрываем типсы топом в средний слой, так же как мы делаем на клиентах. Просушиваем в лампе 30 секунд.
Для проверки поверхности буду использовать щетку с обычной щетиной и латунную. Сначала проведем несколько раз обычной щеточкой. На первом видимых изменений нету. Интенсивно пытаемся поцарапать топ. Второй тоже хорошо держится. Все 3 топа показали себя хорошо. А сейчас попробуем сделать это же латунной. Проводим около 5 раз. Второй. Посмотрим на типсы под супер макро. На каждом из топов мы видим небольшие царапины. Хуже всех выглядит топ номер 1. На нем больше всего царапин. Таким тестом вы сможете определить прочность своего топового покрытия. Понравилась рубрика? Ставьте пальчик вверх. Набираем 5000 лайков под этим видео, и она выйдет в следующем ролике. Друзья, обязательно пишите мне, какие еще эксперименты вы хотели бы видеть на канале, и я их проведу для вас. А мы тем временем приступаем к опилу акригеля, и для того, чтобы исправить скручивание, ставлю пилку под ногтевую пластину. Поднимаем нижние параллели, и они становятся ровными. Немного пройдусь по поверхности, чтобы сделать торец более тонким и изящным. Обезжириваем поверхность. А выравнивание будем выполнять при помощи базы гель-лак молочного оттенка. Мне кажется, это самый популярный оттенок базы сейчас, поэтому она должна быть у каждого мастера. Сделала выравнивание небольшим слоем. Основной объем материала располагаю в зоне кутикулы. На свободном крае он не так нужен, потому что на некоторых ногтях есть акригель. Но если посмотреть, средний выглядит плосковатым, за счет чего визуально он кажется шире. Это следующий лайфхак. Необходимо создать высоту, правильную архитектуру. В таком случае ноготь будет казаться более вытянутым и более узким. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Следующий лайфхак – это прокрашивание зоны кутикулы и синусных поворотов. Нам нужно прокрасить максимально все полностью. Можем для этого использовать тонкую кисть. А вот боковые стороны, которые расширяют ногтевую пластину, мы можем прокрашивать не до конца, оставляя пустым ноготь буквально 0,5-1 мм. В преддверии новогодних праздников выбрали насыщенный изумрудный оттенок. Поскольку он темный, то визуально будет делать ногтевую пластину уже. У меня на канале есть и другое видео с широкими ногтями, там я использовала ярко-оранжевый оттенок. Многие написали о том, что он неприемлем, но иногда наш клиент выбирает цвет, а не мы ему диктуем, каким цветом покрывать. В таком случае прислушиваемся к мнению клиента. На тех ногтях, где камуфляж, нарисуем имитации шкуры тигра. Серебряная краска после высыхания и полимеризации имеет яркий блеск, как будто зеркало. В этом дизайне важно делать линии, как будто трясущейся рукой, потому что идеально ровных линий на шкуре тигра не бывает, и если вы нарисуете их прямыми, то это просто будет выглядеть как палочки какие-то, а не натурально. Это еще не все. Я вам говорила о том, что лишнюю толщину нужно выпилить изнутри. Для этого использую тонкую твердосплавную насадку. Мне очень нравится смотреть этот момент под макро. А вам? На одном ногте мы посыпали сверху на эту краску светоотражающие блестки с пигментом. Выглядит на макро очень круто. Вот такие секреты. Все ли из них знали вы? Или какой-то для вас был новым? Понравилось преображение? Ставьте пальчик вверх. Мы работали с натуральными ногтями. На моем канале есть видео, как исправить широкие ногти трапеции при помощи наращивания. Смотрите это видео, но я желаю всем успехов в работе. Пока-пока!